Добрый день, дорогие друзья! Привет вам из национального парка Секвойя, который находится в штате Калифорния, в Америке. Очень люблю природу, и поэтому решили посетить и это место тоже. Я уже раньше затрагивал эту тему. Тему, которую я сегодня хотел сказать, это действие чая, воздействие чая на организм. Прежде всего, это наш основной старый блог про действие чая. Вот этот вот немного затрагивает эту тему вот в этом блоге про чайное состояние. Но сегодня хотел затронуть такой аспект, как воздействие определенных сортов чая. Мне часто задают вопрос, а как вот какой чай там наиболее сильно тонизирует, или какой чай, наоборот, сильнее расслабляет и так далее. Я уже не раз говорил, что, в принципе, чаи воздействуют индивидуально на разных людей. Ну, то есть даже на своем примере могу сказать, на примере очень многих знакомых. То есть, не знаю, например, вот Шен Пуэр взять, да. В основном для меня, вот, например, он очень сильно тонизирующий. Ну, особенно если такой вот средней выдержки, может, лет 10. Да и, в принципе, свежий Шен тоже, это, в общем-то, такой для меня мощный энергетик. А вот, например, на мою жену он действует как расслабляющий чай, то есть и спать с него хочется. И таких примеров довольно много. Но, тем не менее, есть какие-то основные такие вот черты основных сортов чая, которые я бы хотел затронуть. Безусловно, это субъективный взгляд, и взгляд, может быть, основанный на опыте общения с людьми. И могу сказать, что в большинстве случаев это так. Если начать с пуэров, да, наверное, стоит прежде всего пуэры, в основном тонизирующие, то есть, как мне кажется, шу-пуэры такой имеют средние свойства, вот, шены скорее посильнее, но это мое личное, индивидуальное. Если шены, чем они более выдержанные, тем они более, скорее дают такое некое медитативное состояние, не столько тонизируешь, сколько такое вот сосредоточенное, может быть, даже расслабленное. В большой дозировке, то есть если немного пить, то может быть скорее даже такое вот расслабление, которое дает и успокоение. Действие шена я бы заметил так, что для меня это всегда было некое такое вот, если какое-то сильное напряжение эмоциональное, если там голова, может быть, болит или какое-то такое вот неприятное состояние, то шен очень сильно вот выравнивает. Это мое личное такое замечание. Далее. Про гуандунские луны тоже могу сказать, что для меня это довольно сильный энергетик, то есть это сильно тонизирующий чай, особенно если пить его так, как принято в Чао-Джоу. Вот, там не раз были, не раз наблюдали сами. Вот, то есть его обычно пьют довольно крепко, заваривают, и поэтому получается такой сильный напиток. Вот. Но если опять-таки можно вызывать по-разному, если заваривать в более слабых концентрациях, будет немного иначе. Вот, кстати, вот эти два сорта, шен и гуандунцы, есть такой запрещенный, как запрещенный, есть метод для желающих особо сильно взбодриться, некоторые их смешивают, заваривают вместе. Это, конечно, не имеет никакого отношения к чайной традиции в плане именно традиционного употребления, церемониального употребления чая, вот, а отношение к чаю, скажем, такого более внимательного, но именно практически такой смысл в этом может быть, можно попробовать, ничего страшного от этого не будет. Главное не злоупотреблять, как говорится. Насчет, уишанских улунов, по мне, так они нечто такое вот среднее между, может быть, гуандунскими, да, и южнофудзянскими, то есть тигуанинем, в плане воздействия. То есть, забегая вперед, скажу, что тигуанин, мне кажется, более, скорее всего, расслабляющим чаем, то уишанцы, наверное, не настолько сильно бодрят, как гуандунцы, но вот в зависимости от того, что очень большая линейка сортов, разная степень ферментации, да, то есть если такие светлые уишанцы, слабого огня, они, соответственно, мне кажется, более тонизирующие, а темные по-разному, то есть смотря какие, вот, но вот попробовать стоит, и на самом деле для того, чтобы определить, какой сорт именно, действительно надо пить прежде всего. Касательно, как я уже говорю, южнофудзянских улунов, то есть тигуанини, прежде всего, бэншани, маосей и других сортов. Если говорить о слабо ферментированных, то скорее как раз они более расслабляющие. Но как-то бы, скажем так, действие такое, то есть некий тонус мозга, но тонуса тела я с ними наблюдал, скажем, очень редко, только если, может быть, если очень много выпить. В основном это чай такой гармонизирующий, успокаивающий. Даже во многих можно встретить в источниках то, что говорят, что тигуанин – это чай перед сном, чай расслабления. Но не совсем перед сном. Перед сном я бы все-таки советовал, наверное, попить травяные какие-то чаи, тоже там наш российский иван-чай очень хорошо успокаивает, очень хорошо расслабляет. Мята, то есть разные травяные сборы. Это у нас, кстати, тоже все продается.
Можно самим сам собрать, кто сам любит. Вот, то есть это как бы так. Именно для бодрости чай – это чай, а для расслабления травы в основном. Ну вот, возвращаясь к тигуаниню, могу сказать, что все-таки это для меня все равно это нечто такое вот помягче. Туда же можно отнести в разной степени тайваньские улуны. Но вот что интересно, прожаренные тайваньские улуны, да, вот именно roasted, как говорится по-английски, или пэйхуа, то есть по-китайски, вот, то есть последняя стадия, хунбэй, да, вот это вот, или такая сушка, да, финальная сушка, она вот в зависимости от того, насколько длительная она была, получается разная степень ферментации чая, получается, соответственно, разные по плотности воздействия. Поэтому, если говорить про тайваньцев, мне кажется, что светлые, они тоже похожи по аналогии с южнофудянцами, они более расслабляющие, а темные более, сказать, тонизирующие. Но тоже, как и везде, говорю, бывают исключения, и так как сейчас очень много полутонов, много таких вот скажем так, хунбэйных, средний огонь, да, там, чаев, много каких-то новых сортов там, и так далее. То есть надо смотреть. И еще очень важный такой момент, все зависит от концентрации, то есть как вы завариваете. То есть, опять-таки, что значит тонизирующий? Можно и тигуанин заварить так, что он будет очень сильно тонизировать, вот, потому что вы просто положили его очень много, держали очень долго, настаивали очень долго, получился перезаваренный чай. Вот, то есть это такой момент именно игры с, во-первых, количеством заваренного чая, потом объемом сосудов, которые вы завариваете, длительность настаивания, температура. Вот эти все факторы, они очень сильно влияют, естественно, и на вкус, и на ароматы, и на все остальное, и на воздействие, естественно, тоже. То есть то количество веществ, которое выделится в настой, тоже от этого, естественно, зависит. Если говорить про тот же шен, например, если, например, перезаварить конкретно, да, то он, например, может очень сильно горчить, и такой напиток будет, естественно, очень сильно бодрить. Это уже такой уже мощный слишком, и я такой бы не советовал пить, это будет слишком сильно. Вот. Про остальные сорта это зеленые, красные, желтые, белые чаи. Зеленые, прежде всего, конечно, это чай бодрости, да, особенно если пить его, как вот китайцы пьют, там, да, в бутылочку заваривают, вот, так вот довольно крепко, как называется, нунчха, то есть крепкий чай. Вот, это, конечно, чай бодрости. Вот, если говорить про некоторые нежные почечные чаи, в зависимости тоже от количества заваривания, если заваривать их, скажем так, элегантно, да, то есть это касается, может быть, почечных белых, желтых и зеленых, то это будет такой более тонкий напиток, но тут именно важна концентрация, да, то есть обычно почечные чаи не перезаваривают, не делают из них такого грубого мощного настоя. Мощный напиток, такой именно, скажем, простым способом заваренный, это обычно более дешевый зеленый чай. Но если говорить про наш, это может быть чай лича, ешен, значит, чай, ну, подобные сорта, да, не очень высокосортный зеленый чай. Вот, он именно для такого вот каждодневного чаепития, и прежде всего это, конечно, чай бодрости. Красный чай, я полагаю, что тоже, но может быть немножко в более мягкой степени. Все-таки, чем, скажем так, напиток зеленее, чем он более активно воздействует. Исключение составляют разве что, как я говорил, южнофудянские, тайваньские улуны. Поэтому красный чай это, наверное, такое нечто среднее. Вот, то есть, конечно, многих он бодрит, и меня, наверное, тоже больше бодрит, но есть некоторые сорта, такие более элегантные, мягкие, опять-таки, это тоже можно сказать про почечные красные чаи, которых, скажем так, больше акцент на состояние, чем на такое вот очень яркое, именно бодрое действие, да. Вот, то есть это, ну, опять-таки, очень индивидуально. То есть я встречал много, скажем, разных очень мнений. Касательно желтых чаев, мне кажется, что это все-таки больше чаи состояния, это чаи больше такой вот игры, тонкости, внимательного подхода, и во многом туда же можно отнести и белые, по крайней мере, баймудани, байхао инджень, абсолютно точно, и разве что, может быть, и шоумэй, такой более грубый чай, да, его можно заваривать, соответственно, более крепко, и он может там быть ближе к бодрящим, но все равно мягкий. Не сравнить его ни с действием зеленого чая, ни с действием того же там шен пуэра и так далее.
Вот. А чтобы так все резюмировать, я могу сказать, что еще очень важно сырье. То есть если брать, почему ПРы считаются наиболее бодрящими, там, да, чем луна даже, или чем другие чаи, потому что более мощный лист – это чай в основном с деревьев, или даже с древовидных кустарников, или, там, скажем, культурных деревьев, там, и так далее. Но так или иначе, подвид юннаньского чайного растения – это дерево, это не просто там какое-то кустик. И чем мощнее сырье, чем больше, собственно, в нем содержится разных элементов, тем сильнее оно воздействует на организм, тем это действие более заметно. Это такой момент именно практичный. Ну и еще раз повторюсь, то, что действительно вот эти все эффекты, они индивидуальны, и важно пробовать, важно не останавливаться в своих каких-то попытках. Именно для этого мы постоянно занимаемся таким бесконечным практически расширением ассортимента и не планируем в этом останавливаться. Были некоторые такие замечания, немножко не в тему, но скажу о них, то, что вот люди говорят, что вот был такой-то сорт, он закончился, там, как же так, вот, я думаю, что будем снова искать и то, что уже было, и новое, что для того, чтобы расширять границу восприятия, потому что чай – это интересно, вот. Ну, а я вам желаю приятных чаепитий, друзья, до новых встреч, вот, всего доброго.